захотел переехать и начать работать в такси. Если ты приходишь в такси по 5-6 часов работать, ты ничего не заработаешь. Ты оказываешься в незнакомой стране, без языка. Чем тут отличается рынок? Нужно, к сожалению, выжимать все соки и с водителя, чтобы тебя просто все ненавидели. Мы не выплачивали ему заработную плату. Нехороший человек. Он меня кинул. Забрал деньги, мечтал попасть в Америку. Хотели ехать в Америку, получили отказ. Бизнес в Беларуси и недвижимость в Беларуси. Приходит налоговая. Это неприятно, конечно. Честно сказать, если платить здесь честно все налоги, но это, конечно, укус за задницу, назовем это так. Понимание, что все будет закручиваться в такси. Какова вообще перспектива? Возить, к примеру, нелегалов. Без лицензии работать, я так понимаю, не получится. Да? Смотри, вот настолько все закрутилось. В 2024 году, значит, произойдут изменения. Ты расскажешь, нужно сдать анализ мочи. Таких дешевых поездок, как в Польше, нет нигде. Я просто смотрю, что тут настолько государство все закручивает. Всем привет, дорогие друзья, со мной основатель компании Drive Club. В Польше компания является партнеркой и дает возможность аренды такси, и вы являетесь также поддерживаете водителей, которые приходят для работы, правильно я понимаю? Хорошо, хотелось бы, Дима, у тебя спросить, как ты вообще оказался в этой сфере, как ты давно работаешь вообще, и как ты оказался в Варшаве? Мы с 2018 года работаем в сфере такси с супругой. Как получилось вообще, я ее втянул в эту сферу. В далеком 2017 году собирали деньги на свадьбу. Я пошел работать в такси и в Минске, в Беларуси, и у меня очень хорошо получилось. Тогда, если ты помнишь, было такое такси Next Up, я был номером 2 несколько месяцев, то есть по учетам количества заказов. То есть ты прямо работал, сам садился на машину, сам работал? Да, у меня, значит, я раньше был офисным сотрудником, да, который занимался продажами, и у меня был хороший Мерседес на те времена, Цешка, и получается, что я решил на ней попробовать поездить. У меня был тариф тогда комфорт. У меня очень хорошо, у меня за неделю получилось тогда 1700 рублей белорусских. Я был просто в шоке, потому что моя зарплата месячная была, ну, максимум там 1200, когда в хорошие времена 1300. То есть это где-то примерно там в Беларуси 300-400 долларов у тебя была зарплата, да? Да, где-то до 500, да. В такси ты сразу вышел и обалдел? За одну неделю на плюс 40%, да. Для меня это просто был другой мир. Ну и если тогда ты помнишь, в 2018 году еще даже Яндекс не давал данные никакие по наличным деньгам. Соответственно, перевозчики были просто в таком шоколаде. Это было... Ну, как и в принципе и тут, мы еще про это поговорим. Возможно, да. Ну, да, поговорим. Ну, то есть, то время, когда перевозчики были, как это, в фильме «Гэтсби», знаешь, все ходили, кружились. Да, поэтому ходили с коньяком. Да. Всем предлагали, пожалуйста. Да. Вот, ну и, соответственно, я поработал, заработал деньги на свадьбу, и тогда принял решение, что нужно попробовать стать перевозчиком. То есть тогда это не было такого сверхбума, но благодаря хорошим учителям, там, на которых я работал, да, отличный перевозчик, до сих пор общаемся, вот буквально неделю назад переписывались, решили мы попробовать перевозчиком, работали с такси Next. В принципе, у нас было там несколько водителей на своих машинах. То есть мы начали с того, что мы нанимали водителей на своих самоходах. После было принято решение продать машину и начинать покупать машины. То есть сначала купили Solaris, после Solaris, он же Hyundai Accent, для тех, кто не знает. После этого мы купили, когда организация проработала больше полугода, купили в лизинг 3 машины. И пошло-поехало. И на пике у нас в 2022 году в феврале было 98 машин. То есть ты, получается, не только прошел эту всю кухню изнутри, как водитель, да. Ты еще плюс ее прошел как человек, который нанимает водителей, соответственно, дает им возможность ездить на автомобилях и держит это автопарк. Я, если честно, наслышан о таких бизнесах, потому что у нас с тобой очень много общего. Во-первых, мы в одном городе жили. Ты родился в Минске, да? Вообще я родился в Киеве, но всю жизнь сознательную я прожил в Минске. Во-первых, мы с тобой рисовали, возможно, даже на тех же самых улицах. И также у меня была Mercedes Цешка, только просто до революционного 95-го года я на ней тоже работал. И я хочу просто сказать, что
я уже в такси, если включить в Беларусь, то есть порядка уже 10 лет, я просто помню, как таксофирмы рождались и умирали на моих глазах. Последняя фирма, которая была, это IQ Taxi Командир, который там тоже непонятно как, и 7585 кинул меня на деньги. Если ты это видишь, нехороший человек. В общем, ладно, когда ты вот сюда приехал, что вообще тебя порадовало в этом рынке польском, и что для тебя казалось каким-то удивительным? Ну, смотри, если еще вернуться до того момента, когда мы начали работать в Беларуси, за время нашей работы, 5 лет, через наши руки, нашу компанию прошло, наверное, больше 5-6 тысяч водителей. Там точно не сосчитать, но очень много. Потому что кто-то приходил, работал, кто-то увольнялся. Могу сразу с уверенностью сказать, что здесь условия в X тысячи раз лучше. Объясню почему. Значит, в первую очередь, когда мы вели этот бизнес в Беларуси, мы были очень жесткими, потому что в Беларуси, чтобы выжить, нужно, к сожалению, выжимать все соки и с водителей, с себя и вообще со всего персонала, чтобы тебя просто все ненавидели, но чтобы ты был на плаву. И очень много конфликтов, таких как водитель там ударил, чуть-чуть побил машину, значит, мы не выплачивали ему заработную плату, потому что он нарушал пункты договора и так далее. И очень много конфликтов на этой почве. Сейчас же мы ушли от этих конфликтов и уйдем тем, что у нас все машины здесь в аренде. Чтобы ты понимал, у нас в Беларуси был такой бизнес, завязан на проценте. И я вот сравнивал, в Украине, допустим, ты приходишь в Киеве, и ты один садишься на машину, и у тебя там 50% отказ. И машина ездила 24/7. То есть, допустим, кировец 5 дней работает, второй 5 ночей работает, и в выходные это меняется. Представь просто загруженность машины, как она убивается, плюс эти все деньги идут не нам в карман, а в лизинговую компанию. Я посмотрел, сколько мы за 5 лет дали заработать лизинговой компании, я был в шоке, это просто что-то больше 3 миллионов долларов. Это просто какие-то безумные деньги в плане того, что тебе просто компания дала взаймы. Я просто помню тоже про это, я когда работал в Яндексе, я помню те моменты, я работал на Логане 2014 года на метане. Да, ну у нас все машины на метане были. Люди просто не понимают вообще, кто тут работает, да, не понимают, что это такое, но это было практически бесплатный автомобиль, если так позабрать. Это лучшее было, что вообще возможно. Работал по 33%, и даже я помню те времена, когда просто даже для восточных братьев снимали квартиры, ложили туда по 10 матрасов, и просто человек 12 часов работал, другой приходил, матрас переворачивал, на его место ложился. Да, это был бизнес, конечно, интересно, но насколько я слышал, сейчас уже там не так все сладко. Чем тут отличается рынок белорусский, там, украинский от европейского? Ну, наверное, первое, что очень сильно удивило, это то, что существуют партнеры без автомобилей. То есть для меня это был и вау-эффект, и я не понимал, типа, для чего. А сейчас я понимаю, что, допустим, пример, у этого партнера 5 машин, которые он берет у инвестора, к примеру, делают ему прибыль точно такую же ориентировочно, как моя одна машина. Личная моя, понимаешь, да? То есть, да, в 5 раз больше ответственности, сложности в работе и так далее и тому подобное, но ты зарабатываешь. И это, конечно, интересно для тех, у кого, наверное, прекрасно получается управлять, да, компанией, или он прекрасный управленец, он может иметь там нескольких или десятки инвесторов и прекрасно показывать, что этот бизнес работает. С одной лишь оговоркой, что, опять-таки, это большая ответственность за чужие автомобили. Тут ты ответственен сам перед собой, там ты ответственен перед другими людьми, и это, конечно, немножко все тяжелее, притом это необходимо большее количество сотрудников, и пошло-поехало. Это первый нюанс, то есть это удивительно. Второй момент, что меня здесь и понравилось, и не нравится, опять-таки, честно сказать, если платить здесь честно все налоги и работать, ну не то, что прям давай так, платить как все, но машина, если бы у тебя работала на проценте, здесь можно было бы зарабатывать очень большие деньги перевозчикам. Но здесь тебе и конкуренция, и все вокруг не дает так делать, потому что... Уже устоялись именно эти рамки, что это аренда, да. Рамки, скажем так, рамки, я не знаю, это либо европейские рамки, потому что то, что я недавно вот съездил в Прагу, посмотрел, как там работает, там тоже аренда, в Италии тоже аренда, везде, где только я был, там аренда, и я понимаю, что, знаешь, этот рынок аренды, он, к сожалению, не способствует развитию, допустим, лизинговым компаниям. Когда ты вместо там, назовем это, ну сколько у нас машина одна зарабатывает, допустим, ориентировочно тройка, минус топливо, минус обслуживание, да, и если она не будет ломаться, там зарабатывает 2800-3000 злотых, это нужно
ориентировочно, да, 3000, это у нас сколько получается, $800 где-то, да, то если бы эта машина ездила на проценте, она бы тебе приносила $2000 в месяц, ориентировочно, приблизительно. И поэтому, скажем так, когда ты смотришь лизинговые договора, чтобы, допустим, запустить, к примеру, новые Короллы, да, чтобы всем было комфортно, и тебе не заморачиваться с ремонтами, и кировцам постоянно работать, чтобы это было комфортно. Ты понимаешь, смотришь на эти условия, смотришь на страховку и понимаешь, что ты просто не вывезешь. И поэтому этот рынок заполнен БУ автомобилями, двойками, тройками, приусами, шкодами, да. Хотя Шкоды свежие, там теми же плюсами 2012 года, 2015, 16. То есть здесь не принято пускать машину 23 года в такси. Ну и мне кажется, еще это все зависит от цены тарифа. Да. Потому что тариф, я был настолько удивлен, что, наверное, таких дешевых поездок, как в Польше, нет нигде. Потому что я помню опыт, когда я вызывал такси в Париже и приезжал черный парень или там индеец, и он меня вез с таким видом, что я даже изначально не понимал, кто из нас из Африки приехал, он или я, потому что поездка там 11, там 35 евро на болте за 11 километров, это нормальная цена эконома в Париже, к примеру. Тут же за 10 евро ты можешь всю Варшаву вдоль и поперек приехать. Да. Ну, скажем так, чем западнее, конечно, тем цены вкуснее и дороже, но не стоит забывать, что, допустим, многие наши соотечественники, которые работают здесь, не могут работать в Париже, потому что у них нету вида на жительство европейского или там европейского паспорта. Это очень сложно. Да, это крайне важно, потому что нужно понимать, чем, да, ты западнее, тем, конечно, там приятнее, но в ту же Германию попробуй устройся где-то в Мюнхене поработать в такси. Надо знание города, знание немецкого, 2 года водительским удостоверением немецким, и там пошли правила дальше. У меня вот сейчас друг приехал сюда, я его тоже устроил в такси, изначально рассказал, как все тут хорошо, он сейчас плачется. Естественно, с новыми этими законами мы об этом еще поговорим. Так он, просто вот когда я был в Финляндии, то там только посадка 35 евро стоит, и сколько там километров включено, я не знаю, там ездят новые автомобили, и ты просто понимаешь, что тебе просто даже не по карману, то есть даже поехать, если ты приехал как турист. Да. Тут вообще такси, по-моему, ниже Теслы не бывает. Уровень жизни очень большой, да, но такси там настолько недоступно обычному человеку, что люди предпочитают там пешком пройтись. Да, слушай, ну и опять-таки стоит еще понимать, если нас смотрят там те же владельцы автопарков, которые хотят приехать развиваться, то, естественно, им в той же Польше будет намного легче или там в Чехии развиваться, чем, к примеру, или в Эстонии, вот, или страны, вот, допустим, бывшего Советского Союза, та же Литва. Мы недавно были на рынке там и общались с владельцами парков, у которых много плюсов ездят. Ну там, конечно, поинтереснее в плане, там проще. Не знаю, как на более западных, вот, допустим, я был в Милане, и да, у нас поездка любая, это 20 евро. 20 евро, и ты, получается, чтобы просто покататься по Милану, посмотреть как это, ты просто отдаешь 100 евро. Да. Просто в день, банально. А во Франции я вообще боюсь представить, потому что то, что я видел, что там по 80 евро может быть поездка с одного конца Парижа в другой, ну, и опять-таки следует понимать, смотри, тут, как ни крути, работая в такси, развиваясь, имея желание, ну, скажем так, в какой-то удаленной гмине на какую-то хатку себе купить можно. Да. Вот даже кировцев такси. Он может задаться цели и купить себе какую-то квартиру в околицах Варшавы и, в принципе, иметь европейское жилье. А в Париже ты можешь там коробку 9 метров, да, себе позволить, и то там... И ты знаешь, я смотрел, вот 500 тысяч евро Лион, не Париж, Лион, 500 тысяч евро, квартира там, ну такая как здесь, 50-60 квадратов. То есть эта квартира здесь в Варшаве будет стоить 200 тысяч евро, там она будет стоить 500 000. Разница сумасшедшая. То же самое в Праге. Квартира там новостройка, во-первых, их практически нету. Да, и, соответственно, там просто сумасшедшая стоимость. И мы понимаем, что та же Варшава, она более прекрасная, более красивая. Повторюсь, что мы сегодня ездили по гминам, да, Варшавы, были в Отводске, в Юзефове, в Сулуевке. И они просто превосходные. Ну, а Отводск особенно. Отводск это просто, это да, и ты просто едешь, и у тебя просто ломается голова, смотря на эти каменицы, да. Смотря на то, как тихая, спокойная жизнь, и тебя она просто, знаешь, пьянит своей возможностью и шансом жить вот так вдалеке в спокойствии. Да, потому что вот мы привыкли с тобой, что там Минск, да, это в основном там все тусуются в Минске, немножко отъехал там 30-50 километров, и там уже там то же самое, как в тех же самых там
в Москве, в Питере, отъехал там от Москвы, к примеру, да, и там уже ничего нет. Там жизни нет. Да. Перейдем именно к тому, вот человек, к примеру, захотел переехать и начать работать в такси, он посмотрел, да, ему нравится Европа, может быть, он хотел бы себя тут попробовать, может быть, хотел бы почувствовать европейские зарплаты, может быть, в будущем ему понравится, он захочет сделать вид на жительство. Как сейчас рынок изменился в 23-м и какие перспективы на 24-й год? Потому что я помню тот момент, когда в ноябре, в конце 22-го года я сюда приехал, сел на необклеенную машину, там Ладу Галину, ну неважно, да. Взял у какого-то там Володи Петухова, да, и не платя никаких налогов, сразу установил себе 3 аппликации, взял справку о несудимости, все, я чист перед законом, поехал работать, наличка, безналичка, поехал. Сейчас же, 23-й год, это что-то с чем-то просто. Такое, меня уже, я даже не удивлюсь, ребята, если через месяц там Uber скажет, что для того, чтобы возить пассажиров, нужно сдать анализ мочи, я не знаю, что еще. Вполне реально. Вот настолько все закрутилось, просто ты как специалист, расскажи, какие изменения произошли и каково работать вот сейчас. Слушай, ну сейчас, конечно, сравнивая с тем, что было, а что было мы видим только по слухам и как это было по рассказам, ну, скажем так, стало в разы тяжелее, но все-таки все решаемо. То есть, допустим, на данный момент для работы необходимо совсем немного, то есть это справка о несудимости. К примеру, если мы говорим, для работы водителя необходим идентификатор. Так называемый, его все называют лицензия на работу. Ну, назовем это идентификатор. Что это представляет из себя? Это просто табличка. Для того, чтобы ее получить, необходимо сделать внесок. В Варшаве это либо на Леона Кручківський 2, либо в канцелярии на аллее Иерусалимской 44. Значит, что для этого необходимо? Простейший пакет документов, во-первых, водительское удостоверение и момент того, что ты въехал в страну не позже, чем полгода, что полгода еще не прошло. Это конкретно для белорусов. Мы с тобой так начали, да. Для Украины это действует до сих пор, можно и полгода назад, и год, да. Обязательно перевод этих прав. Ну, этот перевод 50 злотых стоит, в принципе. Это там, да, 50-100, в зависимости у кого делаешь, да. В общем, перевод прав, тлумачение так называемое, потом психомед-тесты, это в районе 300-400 злотых, тут все зависит от места, где это делать, да. Значит, что дальше? Въезд обязательно, да, не позднее полугода, если мы говорим про белорусов, чтобы в паспорте это было видно печать. Ну и по факту фото 3,5 на 4. Скажи, обязательно вот белорусам сразу менять права на польские сейчас на данный момент? Или можно еще пока что поработать по-белорусски? Слушай, я бы поменял. Во-первых, объясню. Как только ты получаешь песель, все твои... Песель это типа как налоговый номер? Налоговый номер, да. Назовем это так... идентификационный номер, как в Республике Беларусь в паспорте как в Америке, у тебя. SSN, да, Social Security Number и так далее, да-да-да. Вот, ты получаешь его, любое твое нарушение правил дорожного движения, у тебя также есть 24 пункта. Это все указывается в базе у полиции или там в жённой базе, не знаю, как ее назвать. Вот, поэтому то, что миф, давай так, развеем миф, что многие там жители Узбекистана, Кыргызстана или Таджикистана, Беларуси, Украины думают, я могу нарушать, ездить 300 по городу, мне за это ничего не будет. Нет, будет. 24 пункта остановят, просто сделают, значит, повестку судебную и просто лишат водительского удостоверения. Тут с полицией вообще лучше не шутить. Лучше не шутить, лучше не связываться, потому что это все серьезно. Тут даже, понимаешь, даже невыгодно быстро ездить по этим тарифам, и вообще лучше вообще не жать на педаль. Да. То есть все сделано, чтобы ты вообще ничего не нарушал. Да. Значит, поэтому заменить, естественно, лучше, значит, для нас открывается два момента. В 2024 году, значит, произойдут изменения, и для того, чтобы у тебя не аннулировали идентификатор, тебе нужно будет польское право езды. Это обязательно. Ну, это уже точно, это 100%. Говорят, что будет еще знание польского языка, но мне кажется, с этим еще все не точно и будут бодаться многие. Потому что все-таки это уния европейская, и тут можно знать английский язык, ну, к примеру, да, как второй. Ну, знаешь, самое главное, что вот я получил польские права уже, но я сначала думал, что это сложно, да, это занимает какое-то определенное количество времени, но это, в принципе, все решает. Без лицензии работать, я так понимаю, не получится, да, уже? Смотри, значит, по поводу идентификатора, вот так называемого. Человек, смотри, вот он подал на лицензию, я знаю, что сейчас очень большие очереди, там месяц-полтора, ему нужно будет ждать. Он сможет уже сразу начать работать или ему надо... Сможет, но с оговоркой. Смотри, сможет, но с оговоркой.
по внеску можно работать. Почему-то пошел миф, что если ты будешь работать без идентификатора, тебе дадут штраф там чуть ли не 3000 злотых. Ну, соответственно, если у тебя нету ни одного документа, ни перевода водительского, ни справок, ничего, и ты просто сел-поехал, то, наверное, тебе дадут такой штраф, еще и депортируют. И, в принципе, правильно сделают. Если у тебя есть внесок с печатью, что ты подал документы в УЖОН, если у тебя есть все документы с собой, целый пакет, ну, по слухам, 100-300 злотых должен быть штраф, но опять-таки то, что мы видим у партнеров других, сотрудники полиции здраво относятся к этому, особенно к нашим людям, Украина, Беларусь, потому что понимают, какие очереди сейчас на получение этих документов. Но у меня ни разу не спрашивают. Ну, вот, у меня полиция ни разу не спрашивала. У меня, ты знаешь, я как-то в аэропорту нарушил, встал на пешеходном переходе, классика, внизу, сам понимаешь, да, и дали мне 100 злотых мандат, проверили всего, идентификатор, посмотрели, что он у меня есть. И на этом все. Наверное, это больше все-таки к представителям стран Грузии и так далее. Сам ты знаешь, как и почему сейчас так относятся. Ну, я вот даже, ребятам. знаешь, подумал, вот я посмотрел сейчас, именно если ты уже все полностью легально решил работать, уже даже полиция к тебе по-другому относится. Да. Потому что когда я ездил на необклеенные машины, меня там досматривали на наркотики. Я говорю, какие у меня наркотики? Я вам улицу назову, где вы можете вот туда поехать, там, ну, все ее в Варшаве знают. Какие наркотики? А когда уже взял, все, плафон, шашка, у тебя есть возможность по выделенным полосам для транспорта ездить. Это вообще классно, для работы супер. Тебя сразу клиент видит. Поэтому я думаю, легализация, потратить эти гроши небольшие, 1,5 месяца, чтобы наконец-то сделать эти все документы, мне кажется, это должен любой человек. Да, слушай, скажем так, знаешь, это начальная стадия работы с ужондом. Ты, я так понимаю, ему поможешь, если человек приходит, конечно, ты поможешь это все сделать. Мы ему расскажем, какой пакет документов нужен, подготовим, поможем, соберем эти документы, пойдем подадим с ним, либо в канцелярию все документы, получим внесок с печатью, у него он будет на руках со всеми его документами, у него также будет, если он на нашей машине будет работать, обязательно выписы на те гмины, в которых он будет ездить, выписы на самоход, да, то есть на автомобиль. Их он будет оттуда получать уже заказы. То есть да, ну в сентябре сейчас же отключат получение заказов без выписа на машину по конкретным гминам. У нас их 20, это основные гмины. С какими-то мы бодаемся до сих пор, потому что им обязательно необходимо данные на кировца, то есть полные, хотя у нас же есть техническое транспортное средство, понимаешь, да? Мы хотим получить на него лицензию, чтобы работать, а водителя у нас еще нету на эту машину. А они хотят и водителя, и это, чтобы водитель ждал 2 месяца, пока мы получим эти документы. Слушай, ну, я просто смотрю, что тут настолько государство все закручивает, мне кажется, они хотят, чтобы люди просто начали пешком ходить. У меня такое ощущение. Потому что если изначально тут все меняется, изначально партнеры обязали делать вот эти все выписки, сейчас уже ты должен сам этим заниматься. Лично я пришел к тому, что я не буду это делать, потому что я езжу только в Варшаве и никуда не выезжаю принципиально. Мне это неинтересно. Даже когда не надо было этих лицензий, там нормальных заказов не было. Но так как вы делаете бизнес, вы, наверное, заинтересованы в максимальный комфорт. Слушай, нам самое главное, чтобы водитель вернулся обратно. То есть я прекрасно знаю, каково это работать в такси, и люблю такси, и работал в такси. И я понимаю, что когда ты заедешь в Легионово и тебе уезжать обратно там через Яблонну, ехать в сторону Модлинской и это притом не матерное слово, это да. такая деревня. Да, и тебе это все проезжать в холостую, но это, конечно, укус за задницу, назовем это так. Или там банальный пример, представь, ты заехал в Отводск. Каково тебе будет 30 километров пилить там или 20 обратно до той Варшавы. То есть каждая машина ваша будет иметь разрешение для того, чтобы... Да, но не на все гмины. Допустим, вот банальный пример Песечна, мы с ними в контрах тем, что они просят водителя. Если водитель к нам приходит и говорит: ребята, я все отдам за Песечна, без проблем, просто в этот же день поедем. Песечна будет отдыхать от такси, будет ездить на местных водителях там за 100 злотых. Слушай, все же зависит, да, от сотрудника уже. То есть у нее, вот, допустим, банально в Песечно, у нее негативное отношение к таксувкам тем, что она считает, что мы все нелегалы и плохие люди. Возможно, я не знаю. Ну, то есть у нее было какое-то, не знаю, национальное настроение, назовем это так. Да, у нее был неудачный опыт. Неудачный опыт, да. А в том... таксист разбил ей сердце. Возможно, да, кстати. А в Отводске прям радуются, ждут и чуть ли не пляшут, да. Просто туда никто не едет. Может быть, да, может быть. Скажи мне немножечко сейчас по автомобилям. То есть какие автомобили сейчас актуальны,
какие не актуальны. Вот я езжу на своей собственной Шкоде, да, я всегда ездил, не знаю, почему там плачут люди по поводу того, что автомат, не автомат, нога устает. Я, ребята, хорошего не знал, хорошо не жил, и мне кажется, я не знаю, когда я начну хорошо жить, потому что ручка для меня, ну, во-первых, я по пробкам стараюсь вообще тут не ездить. Это нереально просто, это какой-то Нью-Йорк сегодня до тебя доехать. Я в СТО 3 дня ехал, потому что я просто за 2 часа не успевал с одной части Варшавы в другую. Поэтому меня это лично не очень сильно волнует. И при том я не работаю каждый день, там по 12 часов я не работаю. Я когда 4, когда 6 выполнил от Uber бонус и поехал домой спокойно спать. Вот, скажи, какие сейчас машины в основном люди арендуют и какие машины сейчас люди берут? На каких водителю удобнее работать? Вот вообще, с точки зрения экономики. Ну смотри, то, что я увидел, мы ранее пытались даже и пересдавать машины. Нам предлагал большой партнер Шкоды, Фаби, свежие 2020 года. Но у нас это увенчалось неуспехом. Потому что, скажем так, за ту цену, которую мы хотели сдавать, зарабатывать и которую хотели они, это грустно. То есть, в принципе, Шкода сдается очень легко, на тот момент лета за 500 злотых она просто улетает. Шкода 20 год, механика. Эта Шкода, она улетит, ты на ней заработаешь, я думаю, ты день в день ее сдашь. Мы же приняли решение заниматься только автоматами и гибридами. В чем момент? Во-первых, на этой теме можно узкоспециализировать автосервис, то есть заниматься батареями, заниматься... Потому что Toyota, да, конкретно этим заниматься, потому что у нас есть идея открывать автосервис и заниматься конкретно Тойотами, даже не брать никакие сторонние машины, там Toyota, Lexus, все, этого достаточно. Следующий момент. Почему именно Toyota? Потому что это гибрид, пробки, да, это удобно, и это так называемый вариатор, который в ней стоит, он неубиваемый. Надеемся, пока что не было вопросов с ним, и он работает без проблем, то есть это классно. Плюс она хорошо переваривает ЛПГ-газ, да, бутан-пропан. Значит, и если ты увидишь на рынке, либо люди ездят на Шкодах какая-то часть, да, либо они ездят все-таки на Toyota. Слушай, а почему, я просто удивлен, я сюда приехал, и цена Приуса, там, двойки, к примеру, да, самый простой, 2007 года, она просто какая-то заоблачная, за машину 2007 года. Да. Почему? Я просто не понимаю. Ну, слушай, давай так. Во-первых, эта машина еще проходная с 2005 года в Uber. Раз. Два, это первая твоя машина, которую ты можешь купить и чувствовать себя точно так же, фактически, как на тройке. То есть ты ее покупаешь, у тебя за эти деньги автомат, у тебя за эти деньги гибрид, у тебя за эти деньги газ, у тебя за эти деньги мягкая машина, и притом в большинстве случаев в очень хорошей комплектации. То есть там закрывание двери, да, дистанционно, не дистанционно, сенсорно, боже, ну, уже не помню, как это называется, вечер. Вот. У тебя там мультируль, у тебя там будет и экран, и чуть ли не навигация, которая, конечно, здесь не актуальна уже очень давно. Но сам факт, что у тебя будет классная машина. И эта машина очень надежная по факту. Кто бы про них плохо не говорил, если у нее хорошая батарея сделанная, к примеру, если у нее нет проблем с мотором, она ездит, зарабатывает деньги. Сейчас уже научились их чинить, там уже, да, уже вообще все очень дешево. И знаешь, вот я имел опыт работы на такой машине, я вот 3 дня поездил на 30-ке. Я тебе хочу сказать, конечно, там и меньше устаешь, она и меньше топлива ест, и ты можешь за счет вот этой разницы, что если ты Корча снимал, к примеру, и гибрид, да, ты, может быть, изначально в неделю больше переплачиваешь, да, но ты за счет топлива, если ты действительно нормально работаешь, ты это компенсируешь. Да. И по сути ты ездишь в нормальной машине, ты не паришься, ты спокойно ездишь, клиент доволен, ставит тебе пятерочки. Это тихая машина, по пробкам очень удобная. И самое что интересное, она прямо как-то расслабляет, потому что такси, вот, может мы и сказали, что это интересная работа, но если ты каждый день работаешь, ты иногда есть такие моменты, что хочешь взять за автомат и просто всех расстрелять, потому что особенно по 10 часов это не очень просто. Да, это правда. А эта машина, она дает хотя бы какой-то кайф, ты включил музыку, ты там едешь, кондиционер, все хорошо. Ну, плюс смотри, вот давай про себя пример. Я из тех, как ты, которые говорили, что я хорошего не видел, давайте мне механику. Я так же, как и ты, таксовал на Логане, правда, тогда еще были тарифы, что без газа можно было ездить, я ездил без газа на этой машине. И давай так, эти 300 оборотов руля вправо-лево, у меня на руках были мозоли всегда, и от ручки КПП. И спина буква Г вот так. Да.
Давай так, я здесь сначала арендовал плюс, посмотрел, как это, понял, да, прикольно, классно. Потом я подумал, ну я не особо работаю в такси, а у меня еще своей здесь машины не было, там не было Мильдунка и так далее, я арендовал Шкоду. И вот что я увидел. Шкода была не самая свежая, значит, на механике я максимум, во-первых, зарабатывал 450 злотых, это максимум. И я начал замечать, что у меня горит колено. И я побоялся, начитался в интернете, что оно может нафиг выстрелить. И ты знаешь, я как-то подиспугался. Такой пробег и такое количество пробок левой ногой, притом мне уже за 30-ку и ближе к 35, и я понимаю, блин, стрёмно. И и еще, она расходовала у меня газа 13 литров. И я понимал, что, блин, ну Prius это в 2 раза. То есть, грубо говоря, я с учетом работы могу без проблем арендовать плюс и вывозить больше, зарабатывать, и не рискуя там своей левой ногой, имея все то же самое. То есть, и поэтому плюс там не было регулировки по высоте водительского кресла. Соответственно, не было регулировок поясничной подпорки, что есть в Приусах во многих. И я понимаю, что действительно тот же Prius, он просто на 100-150 злотых, та же двойка, будет дороже Шкоды, но ты просто получаешь x10 того, что ты не получаешь в той же, Ну, в общем, если ты как водитель, ты просто должен инструмент себе заиметь приятно, не просто кирку, а нормальную лопату, которую удобно было бы добывать. И, Олесь, добавлю, если мы говорим про двойку с тобой, нужно не забывать и опасаться Uber, Болта, которые могут обрезать год. И эта прекрасная купленная тобой двойка превращается в тыкву, и ты едешь жить в Катовице, понимаешь, и работать где, там. Кстати, говорят... Лучше тарифы, да. Да. Вот, к примеру, ладно, человек вот посмотрел, говорит, все, я готов приехать, я готов сделать рабочую визу, или я готов приехать там, сделать эти все лицензии, к примеру, да. Вы тоже сдаете машины, насколько я понимаю? У вас есть какие-то машины, которые вы можете сдать? Да, конечно, у нас целый парк машин. И, соответственно, как и говорил раньше, что я принял решение заниматься только Тойотой для удобства водителей и для нас в ремонтах. Вот. Поэтому по большей части больше всего интерес вызывает плюс в новой будке. Это крайняя машина единорог, которая сдается за 950 злотых. То есть это получается новый Prius с красивыми фарами, который проходит и под комфорт, и под вен? Да, он подходит под комфорт, под вен, под грин. Плюс стоит не забывать, что ты с польским водительским удостоверением можешь поехать в Uber, сделать себе Uber аэропорт. И, соответственно, у тебя всегда будет очень много заказов, потому что, во-первых, либо чемоданы, либо родители с детьми. Машина прекрасная, семейная, я думаю, одна из лучших представителей вообще Toyota в целом. Я наслышан про эти заказы по Uber Van, когда там садишься, тариф сразу на Uber, на Van умножается в 2 раза, плюс еще, если ты какой-то множник, коэффициент получил, еще плюс умножается. Скажем так, он бывает лучше, чем Black. Бывает. Да, но единственный нюанс, что не всегда они выстреливают, но когда они выстреливают, ты на этом хорошо выигрываешь. Сколько у вас самая ходовая 20-ка, 30-ка стоит? Месяц. Слушай, на момент, то, что мы с тобой записываем, 20-ки у нас 650 злотых, они все досмотрены, работают, все работает в них, да, и они свежепригнаны, там, кто-то с Нидерландов, какие-то с Италии и так далее. 30-ки в среднем это 750 злотых цена. То есть, да, там есть несколько штук без парктроников, которые в 700 злотых будут, а так в основном по комплектациям 750 злотых. Аурисы всего лишь на 50 злотых дороже, но ты получаешь от 15 до 18 года. То есть она уже подходит под комфорт? Она подходит под комфорт, и я тебе больше скажу, что комплектации там, вау, там считывание знаков, там поясничные подпоры, слушай, там мультирули, она рулится уже по-другому. Она, конечно, более привередливая машина, там уже батареи такие стоят более худшие, да, потому что, сам понимаешь, все, что меняется, не всегда в хорошую сторону, но эта машина, я про качество имею в виду батареи, так они, конечно, на уровень выше, потому что они уже на скорости у тебя отключаются могут. И там, конечно, это максимально комфортная машина за 800 злотых, но у нас их мало, у нас их в районе 4 уже штук, и мы еще несколько заказываем. Мы сейчас добьемся до числа 30 автомобилей в парке, пока что приостановимся, и, наверное, это будет пополнение там 1-2 машины в месяц. То есть, если человек приходит, он может еще это выбрать, если такие машины есть наличие? К приходу, я даже больше хочу сказать, не всегда тот же тариф комфорт, он как-то тебя прям цепляет.
всегда можно заработать. Я, как и ты, да, мы работали на экономии, и если ты хочешь, то ты на экономии заработаешь. У нас есть те водители, которые работают только в экономии на двойке и не видят смысла переплачивать ни за тройку, ни за аурис и так далее. Он вышел, 12 часов отработал, деньги заработал. Сколько вот у тебя в среднем нормальные водители зарабатывают в неделю, ну, в долларах, вот, с вычетом, ну, там, я не знаю, комиссии там, твоего парка и... Это самый тяжелый вопрос. Это надо, во-первых, считать. Это все очень индивидуально, потому что, ну, назовем так, во-первых, неделя к неделе не придет, раз. Сейчас, да, работы больше станет осенью, это понятно. Но следует понимать, что если ты приходишь в такси по 5-6 часов работать, ты ничего не заработаешь. Если ты приходишь работать на убой, то ты заработаешь все деньги, которые ты можешь заработать. Давай про себя. Мы с ребятами, когда начинали здесь, ребята с Минска, с которыми я работал еще даже в Next, они работали здесь и показали мне, как это все работает. Значит, у нас с ними был план от 3 до 4 тысяч грязью злотых в неделю. То есть это $1000 в неделю? В неделю, да. И, значит, мы с ними как? Они работали в Гданьске, извини меня, у них тарифы лучше, а я в Варшаве, они раньше в Варшаве. И мне пыталось больше работать, чтобы их догнать, и чтобы хоть как-то с ними сравняться по ценнику. Но, опять-таки, это реально выполнить, когда знаешь, там, Uber дает тебе акцию какую-то очень классную, там, денежную. Допустим, выполнишь определенное количество заказов, получишь там $100 сверху. Или там Bolt, где ты загрузишь там идентификатор, вот было у них задание, получишь 400 или там 500 злотых. И вот когда эти задания есть, то четверку сделать, четверку с половиной закрыть вполне реально. В воскресенье уже там добивая ее. Поэтому... И сколько в итоге вот у человека, чтобы, ну, человек как-то рассчитывал, сколько у него может чистыми, он может в месяц выйти на доход чистыми с вычетом всех аренд, там, $1000-1500 у него будет оставаться? Да, конечно. То есть, ну, скажем так, то, что я видел и с кем я общался, люди, которые живут в такси, многие в сезон поднимали, ну, вот год назад 15 тысяч злотых грязью, отнимали коммуналку, все, и у них оставалось на руках, и аренду, естественно, и у них оставалось на руках ровно $2000. То есть, которые они могут прямо... Которые они могут положить в карман. Но послушай, это очень тяжело. Давай так, это не все, это 10-30% тех то есть водителей. 1000 он может позволить? 1000 он себе положит в карман априори, потому что идти в такси и не ложить себе 1000 в карман, это бессмысленно. Это бессмысленно. И плюс, давай так, сравним с Беларусью. Извини, мы не работаем с водителями, кто на своих машинах. В Беларуси так было. Потому что это ответственность за чужие машины, не дай бог. Здесь же, да, многие водители у меня арендовали машины полгода назад, и он мне говорит: Дмитрий, я уже вот ездил там, смотрел двоечку себе за 4, за 5 тысяч евро, я хочу покупать, вот в Литве пригнать и так далее, там с Нидерландов. Он уже, работая там, например, в такси, смог уже на свою машину заработать. Да, то есть он вот, допустим, у меня Дмитрий, Матюх, привет, если ты это смотришь, вот Дмитрий у нас работает на плюсе, и уже более полугода у нас арендуют его. Значит, и вот когда он к нам пришел, он работал на двойке, и он сейчас будет покупать двойку. Или думает дособрать денег и купить себе тройку. То есть вот, это банально полгода ты покупаешь себе машину, стараясь, да, и работая. Да, но это в Беларуси вообще нереально. Это нереально, да. Потому что там требования по такси. И требования, да. Когда я уходил с рынка, по-моему, это был 13-й год или 14-й уже обрубили. По-моему, машины имели право работать только 15-го года. Плюс не забывай, вот представь, ты купил здесь себе в Варшаве, допустим, не знаю, дизельную машину, попытался на ней работать. У нас был такой поляк Петр, он у нас работал и до сих пор работает, но собирается уходить, потому что он посчитал, сколько он тратит на свою машину денег, и понял, что ему выгоднее арендовать, потому что она дизеля ест очень много. Ну и вот, допустим, банальный пример. Купил ты себе машину, даже не дизельную, даже вот Шкоду Фабию, идеально, которая подходит, если поставить газ под такси. Вот тебе что нужно сделать? Тебе, во-первых, нужно поставить печать такси. Сразу в цене твоя машина рухнет. Когда это ты... сейчас обязательно, я Да. вот ходил, ставил. Когда ты будешь ее продавать, у тебя уже в техпаспорте печать такси, даже если ты его вычеркнешь, у тебя это останется уже в памяти, в электронной, не электронной, неважно. И представь, когда к тебе приедет покупатель, а ты говоришь, ни разу не бита, не крашена, как говорится, мухи не танцевали на ней, и в такси она вообще никогда не была, а тут бац, у тебя такси. Грустно.
2, тебе нужно заплатить в районе $100, чтобы работать по 20 гминам за машину. И, соответственно, месяц ожидания 2 ты получаешь выпис на машину в Варшаве. И плюс месяц где-то ожидания по околицам. Да. То есть ты пришел вроде заряжен работать, а сиди месяц-полтора жди. Вот у меня друг только что пригнал Peugeot 307 за $800 купил в Финляндии сюда. Вот, и там просто танцы с бубнами, 1,5 месяца ее растамаживают, переоформляют на польские номера, Да. плюс еще потом ты ее должен с этими польскими номерами, с техосмотром такси, с техосмотром обычным, еще ее в Ужон загнать, и там еще 1,5 месяца она теряет. То есть ты для того, чтобы машину подготовить, ты должен 2-3 месяца, по сути, она у тебя должна где-то консервироваться. Да. Я уже не говорю про техническое состояние. Давай так, с учетом того, что у нас большинство машин на организации, нам проще, потому что мы без очередей это подаем. Но скажем так, если максимально быстро, вот мы что-то сейчас так, что-то застряли, слушай, во-первых, акциза очень что-то долгое в этот раз шла. И вот как ты говоришь, на все про все, ну да, 2,5-3 месяца. И опять мы с тобой, Олесь, приходим к тому, что ты заряжен, идешь работать в такси, ты купил машину, классно, супер, 2,5 месяца Да, в день. то есть я вот так думаю, что в любом случае изначально тебе придется снимать машину. Да. Хорошо поработал, можно купить уже свою, там уже будет проще намного. Либо давай рассмотрим вариант, у тебя есть своя машина, ты хочешь работать, пожалуйста, приходишь, арендуешь 2,5-3 месяца, работаешь у нас, потом твоя машина получает номера, мы сами сделаем с тобой выписы. Да. То есть ты поможешь типа по Конечно, моей машине? конечно, мы ездим, ну ты платишь только за уженды, да, грубо говоря. Все, мы на Варшаву мы делаем бесплатно на данный момент, соответственно, Варшаву мы тебе сделаем, остальные гмины, если по твоему желанию за доплату ты сам платишь за эти внесы, да, как говорится, за эту бюрократию, мы поездим, будем, допустим, свои выписы получать и будем подавать твои, к примеру, нам это несложно, да. И, соответственно, у тебя уже будет, когда весь пакет документов на самоход, ну, можно уже тогда ездить, работать полноценно. Скажу так, что я вообще в Польшу приехал для того, чтобы подготовиться. Ну, я всегда мечтал попасть в Америку, и, соответственно, я хотел с Польши попасть в Америку. Но у меня не получилось. Если, ребята, вы хотите посмотреть, как я побывал в Америке, но меня просто туда не пропустили. Если вам интересно, можете посмотреть тут по ссылочке. Но вообще, когда Ну, меня... можно добавить, Да. пусть люди посмеются, мы тоже с Польши хотели ехать в Америку, получили отказ по, соответственно, туристической визе, и мы поехали в Милан специально, чтобы сделать туристическую визу. Но из-за ситуации в мире мы, естественно, получили отказ, хотя у нас был, так, как говорят, железобетонный кейс. И бизнес в Беларуси, и недвижимость в Беларуси своя и так далее. То есть все, дают визу, едешь, остаешься, делаешь там по политике, как все, ну, грубо говоря, что скрывать, да. Но, слушай, нам отказали, мы посидели, подумали, и как-то решили все-таки остаться здесь, и честно тебе скажу, не жалею, потому что там, наверное, было бы еще в разы тяжелее. Ну, это было реализоваться. сложнее, но я тебе честно могу сказать, у меня многие люди, которые тут уже обосновались и которые тут имеют бизнес, вот и у меня в основном друзья одни украинцы, вот, и ты появился знакомый белорус, все, которые тут уже как-то закрепились, они говорят, да нам, в принципе, ничего не надо, а что там есть того, чего тут нет, тут, в принципе, все есть. Полностью правы, плюс не забывай, что все-таки здесь есть европейские законы, европейские ценности. Представь, в Варшаве там стрельба будет Да. где-то не знаю, на Свинтокшистской ты идешь или на Новом Да. Цвяте, а там параллельно цветные стреляют друг друга. Да, Здесь да. это просто невозможно. Тут есть, да, есть, конечно, свои плюсы, конечно, свои минусы, но вот я же тебе говорю, когда меня турнули с Мексики, я не смог пройти там границу, я вернулся сюда и вот так посидел, подумал, блин, ну что ж, придется уже тут. И притом классно, что Польша, это и для белорусов, да, вот самая простая страна для легализации, Да, чтобы получить свой первый шаг, да, получается, ты сделал там вид на жительство, все, ты человек уже Европейского Союза, у тебя открыты там Европу, я поездил много по Европе, я столько всего посмотрел, это вообще прекрасно. Прекрасное место, особенно работая тут и зарабатывая европейские зарплаты. Какова вообще перспектива вот именно такси в Польше, вот как ты думаешь, в будущем, в 2024 году? Будет все закручиваться, будет ужесточаться все, будет это все причесываться, как вот в Чехии, как в Финляндии, как в Италии, как в Франции? Станет ли водитель такси наконец-то тут профессией, ну, то есть в Польше? И поднимутся ли, конечно же, тарифы. Самое важное, что, потому что я до сих пор все закручивают, а тарифы остаются те же самые. Вот мне интересно. Слушай, давай так. В первую очередь водитель такси это и есть профессия в любой стране, в любой точке мира. Это очень уважаемая профессия. И
как говорится, раньше в той же России или там Украине, давай так, пример, что когда-то, когда были шоферы, да, это прям сверхуважаемая была профессия, то сейчас просто это стало доступнее, и как говорят, что она теперь стала менее уважаемая, ну, на самом деле это не так, я уверен, что многие водители такси зарабатывают больше тех же пассажиров, которые ездят на такси, не всех, конечно, но если сравнивать, это очень перспективная и хорошая работа, она очень тяжелая, и не каждый И может... очень ответственно. Очень, во-первых, да, ответственно, и не каждый может работать в такси, назовем это так. Это усидчивость, это интерес, это азарт, это умение рулить, это умение С людьми общаться, справляться в конфликтных ситуациях, как говорится, не лезть на рожон, да, и еще, кроме этого всего ада, который происходит, возможно, у тебя в салоне, плюс напряжение, когда ты кого-то ведешь, кто-то, если еще и недоволен, да, ты его везешь, тебе еще нужно и концентрировать внимание на дороге, а здесь, когда мы приехали в Варшаву, мы просто были в шоке, как здесь тяжело ездить. Да. Потому что раз встанешь на пешеходном переходе, тебе там возьмут дворник, подымут, знаешь, да. Это классика вообще Варшавы. Бангладеш прям такой, все очень, Варшава перекопана, дороги там такие, но... И то есть эта профессия, она достойная, не стоит думать о том, что это что-то плохо. В любом случае ты всегда можешь, работая в такси, заработать на что-то. Слушай, на свой первый маленький интернет-магазин через Allegro, к примеру, торгуя, вот сразу идею подскажу, шашками такси, бывает. Да, даже знаешь, вот самое первое, вот я даже думаю, вот я работаю как бы для своего удовольствия, но тем не менее у меня получается, умудряется 2,5, там, иногда даже если повезет, 3000 злотых на неделю накапливать. Так это прекрасно. Да, то есть даже работая, в принципе, ну, не сказал бы, что не напрягаясь, но вот именно в свободное там время, да, моих там других движух, я понимаю, что я могу уже там даже свою машину купить, ту же самую Шкоду, кому-то начать там сдавать. Прям какие-то, в любом случае, какие-то движники можно делать в такси, если работать. Я вот еще хотел бы добавить, я с удивлением узнал, что зарплата там работников бедренки там всего лишь навсего 4000 злотых. Да. У меня жена смогла поработать там пару дней, сорвала себе спину, поняла, что просто это не ее. Да, не все еще так плохо. Не все так плохо, но, скажем так, слушай, смотря на водителей, кто к нам приходит, те люди, которые переехали с Украины или с Беларуси, у них здесь семьи, дети, у них здесь квартира в $1000 только арендная, у них не работает еще жена, у них дети ходят в школу, и они пашут, потому что понимают, что все-таки здесь есть европейские ценности, здесь можно заработать, и здесь в будущем они себя будут чувствовать в разы лучше, и самое главное, когда ты идешь в коменду полиции, ты себя чувствуешь настолько безопасно, что вот... Отношение к людям то другое, даже со стороны пассажиров. Да, просто ты чувствуешь себя безопасно, зная, что полиция создана для того, чтобы тебя защитить в какой-то непонятной ситуации. И это действительно тебя привлекает, но не привлекает кричащие польские деды, выпердаля из края. Ну, тут вопрос, знаешь, я какой-то момент, тут вообще пассажиры бывают разные, конечно, но сегодня я даже когда к тебе ехал, 2 американок вез индейского происхождения, индусские, и они на таком чистом английском языке общались, я прямо почувствовал, что частичка Америки, вот она уже сидит у меня, я с ними тоже по-английскому попытался свой уровень поднять, как-то пообщаться, мне так приятно, они сходили в банкомат, они excuse me, там, спасибо, что вы нас подождали, такая улыбка, и там прям тебе хорошо. Вот я не помню, когда в последний раз в Беларуси вообще ко мне так относились просто. Там слышь ты, ну чё тут, как тут? Вот, а тут, конечно, иногда очень интересные клиенты, прям со всего мира просто. Это очень классно. И да, у нас тут камера немножко отключилась одна. Вот хотел бы вот уже тогда последний вопрос задать. Почему именно выгодно работать с вами? Какие вы даете плюшки для людей? Потому что сейчас компаний очень много. Компании открываются, закрываются, многие наслышаны. Да, я через это все прошел. Вот, и очень неприятный был, конечно, осадок. Вот, а почему именно с вами выгодно работать? Слушай, давай основное преимущество. У нас есть свой автопарк, так? Соответственно, мы рассматриваем эту сферу бизнеса как больше сдачи машин в аренду. Партнерка же по большей части является как такая страховочная пластина для того, чтобы и кировец получил свою выплату, и он, если побил машину, мы могли что-то у него взимать, да, за побитую машину, либо договариваться с ним. Плюс мы понимаем, что это адекватный человек, который пришел работать в такси, а не возить, к примеру, нелегалов, хотя каждый от дурака не застрахован. Не знаю, есть у тебя с этим видео или нету по нелегальной перевозке? Не, я даже когда такие на Telegram приходят сообщения, я даже этих людей блокирую, потому что это очень опасно.
Значит, ситуация. В общем, это крайне важно, то есть мы рассматриваем бизнес все-таки по большей части как сдача аренды, так? И нужно понимать, что если мы говорим с тобой даже о том же скаме партнеров, то на данный момент парк, который нас интересует в ближайшие несколько лет, это в Варшаве максимум 50 машин, конкретно наши 50 машин, то эти кировцы, которые работают у нас, могут быть в спокойствии и уверенности, что у нас хватит денежных средств, чуть что закрыть перед ними долги в случае, скажем так, закрытия партнерки или чего-то еще. Это те люди, которые могут получить свои выплаты 100%, да? То есть у нас на это есть бюджет, который мы застраховали и запланировали. Это 2. Ну и 3, самое главное, я думаю, что мы работаем без кауции. Это тоже очень крайне важно, когда человек приходит к тебе брать плюс, ему нужно, слушай, в новые будки ему нужно отстегнуть 1800 злотых, то есть почти $500 только на этот Только плюс. для старта. Только для старта, только за машину, подожди, только за машину. И мы даем ему возможность оплатить всего лишь аренду за неделю 950 злотых за этот новый плюс. И эти 950 злотых оставшиеся он может вместо кауции реализовать, слушай, на справки, на различные моменты, на топливо и так далее. То есть оставить эти деньги. Значит, это 3. Ну и давай, наверное, начнем еще с того, что все-таки мы, когда заходим на рынок, мы уверенно на нем будем двигаться. Плюс мы переехали, да, в эту страну, мы собираемся здесь жить. Мы собираемся здесь, мы уже получили документы, мы собираемся здесь останавливаться, мы обучаемся языку, да, очень так усиленно. То есть это говорит о том, что мы здесь надолго, и нас интересует не просто там какая-то небольшая доля рынка в будущем, а полноценная большая партнерка, которая будет работать, подстраиваться, естественно, под рынок. Ну и ко всему к этому давай добавим, что у нас есть возможность пополнения машин только свежих, только гибридных. И плюс ко всему к этому мы сейчас смотрим в сторону открытия автосервиса своего, для того, чтобы это было максимально удобно. Чтобы просто ваши машины, которые вы сдаете, всегда были починены? Всегда обслужены, да, и возможно даже свой минимальный детейлинг по салону, потому что крайне, понимаешь, важно, когда салон чистый, а в Тойотах это любое пятно, оно навсегда остается и все, пока ты его там не будешь вычищать 5 часов. Поэтому... Я вот, знаешь, хотел бы тебе сказать, почему мне вызывает больше уверенности люди, которые держат свои партнерки. У меня есть такие знакомые, которые помимо того, что у них есть своя партнерка, они еще плюс и машины сдают. И я прекрасно понимаю, что человек пришел работать в долгую, потому что он не просто собирает гарем роботов, да, ботов, да, и потом в нужный момент перед Новым годом куда-нибудь улетает на острова и говорит: ребята, все, приятно было с вами. Кстати, Олесь, дай добавлю. Мы видели большие деньги, они нас не пугают, поэтому, скажем так, вот то, что я здесь понаслушался, люди из-за $300 000 готовы соскамить, слушай, всех своих водителей и убежать куда-то там на запад или куда-то еще. Ну, по-моему, скажу честно, не в деньгах счастье, это 100%. И, скажем так, у нас вложений намного больше, чем 300 000 в наши автомобили. Это притом наши сбережения, конкретно наши инвестиции, никаких партнеров, да, и поэтому отвечаем мы за эти машины своей головой и так далее, и отвечаем за водителей и за весь бизнес. Ну просто понятно, что ты, как минимум, если ты партнер, ты не убежишь, потому что водитель на твоей машине. Вот, в залоге да, твоя машина. Да. Это как бы крайне важно, раз. Ну и, наверное, знаешь, в любом случае я бы водителям дал рекомендацию максимальную выбирать намного тщательнее партнеров. Если это молодые ребята, у которых нету своих машин, которые могут, как ты говоришь, к Новому году соскамиться и убежать, я бы пристальнее на этих партнеров смотрел, потому что мы не знаем, что деньги могут сделать с человеком. Соответственно, мы не знаем, как он себя поведет, увидя себе на счету там 2 миллиона злотых, и он понимает, что это дом где-то там, не знаю, давай с тобой придумаем, в Италии, в Риме, и маленький дом, маленький Очень дом, маленький. очень маленький, да. И Из-за этого ему надо обидеть 150 человек. да даже не 150, может 500 тысяч, Да. да, надо обидеть. И я думаю, рано или поздно в этом маленьком доме в Италии его найдут. Эти 500 обиженных водителей. Да, head of horses там есть. Да, такие. Потому что когда я сюда приехал, я пошел под одного партнера. Ну что уже скрывать, его уже нету, там папа партнер. Но он изначально, О, слушай. он изначально просто рассказывал, ну там все было просто. Изначально там платили там какие-то смешные деньги, были там
какие-то выплаты, и сразу было понятно, ты мало платишь, ну он соскамится, все, это никто никому не имеет никаких претензий. Но это было тогда, когда на партнере не было завязано документ. Да. А когда я пошел под второго партнера, все, я купил свою машину, я оформил под него документы, он тоже божился, что я там все, мы с тобой братья, мы с тобой земляки, все там это, вот. И он делал и нагмины документы, и все делал, и в какой-то момент просто у него застряло, его кидает налоговая якобы на 810 тысяч злотых. Я знаю о ком ты, я понял. Да, вот, и ладно, что он меня кинул. Ладно, что он забрал деньги, это неприятно, конечно, там застряло моих $500 за 10 дней работы. Да. Представь, в моем случае я перед этим купил путевку, думаю, ну ладно, деньги есть, хороший партнер, путевку в Италию купил, все с девушкой, поехать. Перед этим еще я попал в ДТП, у меня занесло, на Шкоде половина передней подвески снесло. Я подумал, ну ладно, у меня же деньги есть, у меня же хороший партнер. И прямо на следующий день, представь, я машину поставил на СТО, я заплатил со своего кармана деньги, у меня осталось ничего, я ждал с него выплаты, да, еженедельно. Да. И сообщили, что, извините, партнер не партнер. Слушай, ну... И под него еще документы, самое главное, под него документы, которых ждать полтора месяца, это еще раз. Скажи, почему, какая есть уверенность вот именно в твоей партнере? Слушай, давай так, вот то, что ты рассказывал про этого партнера, довольно все равно нужно было понимать, что, возможно, произойдет скам, когда люди платят 3% вата. Опять, ты же 3%. Да, 3%. Но он рассказывал, что это все идет... Слушай, это невозможно. Ну вот, понимаешь, я отдавал за консультации здесь по $100, по $200 разным бухгалтерам. Ты не представляешь, какое количество отказов работать с нами, с таксистами. Вы все равно не сможете работать легально, мы не хотим с вами работать. Все, вот ответ. Крупных компаний. Мы не хотим с вами работать, мы не хотим. И только те, которые понимают давно здесь на рынке именно тонкости, самые минимальные тонкости, готовы. Да, мы готовы работать, но это будет дорого. Окей, давайте работать. Но проблема, понимаешь, ват нужно платить. Всегда. 8% с водителя нужно брать ват. И этот ват будет идти в оплату вата. Не в карман ему, а в оплату ват. Я знаю лично даже некоторых партнеров, которые достают деньги с партнерки и кладут их себе в карман, а потом приходит налоговая и приходит просто там, доплатите 25 тысяч злотых. И они бегают, не знают, обсираясь, где взять эти 25 тысяч злотых, чтобы доплатить. Потому что они блокнут счет и будет до свидания. Поэтому давай так, во-первых, надо платить ват. Раз. Во-вторых, давай так, ни один партнер не застрахован от неадекватных действий налоговой службы. Но опять-таки у нас есть выход с этой ситуации, мы хотя бы можем перекрыться с кировцами его недельной выплаты тем, что вот берите машины в аренду наши, неделя, месяц или сколько там мы вам должны, вы можете отработать бесплатно ездя на этих машинах, соответственно, скажем так, хоть какая-то защита у водителя есть, что он может на наших машинах покататься хотя бы месяц-два, закрыть с нами наш долг перед ним, пожать друг другу руки и разойтись в таком ключе. Это с учетом, если вот будут неадекватные действия со стороны. Хорошо, то есть получается, что если я прихожу к вам, я плачу сколько в неделю? 60 злотых за 3 аппликации, мы зарабатываем только с этого, ты платишь 8% ват с возможностью вычета фактур. То есть я собираю чеки? Ты не собираешь, нет, мы тебе даем топливную карту Circle K, ты заправляешься там, она дебетовая, соответственно, ты заправляешься, мы там можем использовать это топливо в долг, но не суть, мы снимаем у тебя денежные средства с твоего счета за то, что ты платишь за топливо, то есть просто банально, да, отнимаем с безнала это топливо. Таким образом, эти фактуры мы можем перекрыть этот ват. Если у тебя твой самоход, вот у тебя что-то сломалось, давай такой крупный ремонт, рулевая рейка. Часто выходит из строя у Toyota, у Шкоды, давай так назовем самое любимое, это подшипники. Я обожаю их, просто горел тут инженер в аду. Значит, вышел у тебя из строя подшипник, мы его покупаем на организацию, мы можем, естественно, уменьшить тоже этот ват. То есть вы, получается, за счет налоговых вычетов? Да? Совершенно верно, да. То есть, скажем так, у нас есть контракты с автопартнером или контракты с Интеркарсом, которые позволяют это делать.
Вот, но конкретно автозапчастей, давай так, это на будущее, потому что у нас по пальцам посчитать кировцев, которые работают на своих самоходах. То есть получается, что 60 злотых плюс 8% ФАП. Да, плюс обязательно это бухгалтерия каждый месяц, это 100 злотых. Плюс, значит, что еще может оплачивать водитель? Если это умова о праце, обязательно БХП раз в год, оно по стоимости в районе 150, по-моему. Подождите, то есть я, если пришел, я прямо с вами могу умову опросить? Обязательно. А я тебе даже больше хочу сказать. Умова злицения не котируется. Даже если кто-то пошел работать уборщицей и ему предлагают умову злицения, это немножко неправильно. Ужонт працы в любом случае котирует такую работу, как умова о праце. То есть у тебя должна быть умова. Подожди, то есть и через вас можно, получается, на карту побыта? Обязательно, конечно. Но нужно понимать, что ЗУС к оплате будет в районе 1500 злотых в месяц. Для того, чтобы беспроблемно получить карту. Ну, это все так, в принципе, платят. То есть у нас отдел легализации, который работает также с крупнейшими партнерами на рынке, у нас тот же отдел есть. Не будем рекламировать никого, да, то есть, соответственно, это прекрасные люди, с которыми мы работаем, у которых прекрасно получается пояснять нам. Мы сами делаем также приглашение, освещение, да, на работу белорусам, без проблем, приходите, я только рад работать с белорусами. Мы также можем делать зазволение тем же жителям Узбекистана, Таджикистана, это дороже в разы, конечно, но мы это сами делаем, у нас все это получается. Поэтому работаем максимально официально, по умове о праце минимальный ЗУС будет 220 злотых. Понятное дело, с этим ЗУСом ты себе на пенсию не заработаешь. Но зато проблем в будущем с легализацией и с... Слушай, давай так, проблемы могут быть всегда. Чем дольше работаю в этом бизнесе, тем я понимаю, что здесь гайки крутят везде, вообще в любой стране мира. Поэтому проблемы могут быть, но у тебя, поверь, их в разы их и не может даже быть. К примеру, в будущем тем, что ты официально, легально работаешь, устроен, платишь ЗУС. Да. И, возможно, даже если он у тебя был бы увеличен с учетом получения карты побыта, ты пришел, взял, к примеру, без проблем тот же телевизор в рассрочку там в медиамаркете и так далее, потому что ты официально делаешь плату налогов. И миллион разных других фишек, которые существуют. Ну, в Европе с налогами строго, тут ты можешь, я не знаю, грубо говоря, убить человека, но налоги должен обязательно заплатить. Давай так. Вот плюс Европы еще в том, что здесь с налогами лучше, чем в Соединенных Штатах Америки. Ну, потому что меньше. Да, потому что там это просто, это страшно. Да, в принципе, у меня было понимание, что все будет закручиваться в такси вообще, но появилось какое-то понимание, что сейчас все, вот и вы, и много других партнеров, они прежде всего начинают работать в чистую, в белую, что дает возможность мне, прежде всего, безопаснее себя чувствовать, сделать то же самое вид на жительство, который сейчас у меня является вопросом для того, чтобы тут остаться, потому что мне тут понравилось. И, понятно, как-то прозрачные, легальные возможности тут задержаться в Европе и зарабатывать хорошие доходы европейские, как-то тут дальше жить и развиваться. Добавлю. Да. Заходите в гости, не переплачивайте, чтобы вам каждую бумажку делали вместо вас. Не переживайте, если вы приехали сюда первый раз, у вас пройдет адаптация здесь, и все у вас получится, потому что очень много здесь помогаторов, здесь этот рынок живет, он получает огромные деньги. Не хочу опять-таки из помогаторов никого обидеть, вы лучше знаете законы, чем я, естественно, и, возможно, больше знаете, чем я, но в любом случае, когда водитель к нам придет и попросит помощи, мы в любом случае поможем так, чтобы он не переплачивал за какие-то лишние. То есть вы сможете закрыть все вопросы, которые человеку... Да, меня, объясню, просто поразил человек, это было вчера, добавлю, что вот человек настолько хочет отдать кому-то свои деньги, вот чтобы лично сам этим не заниматься. Все-таки нужно в это вникать, потому что ты один раз отдашь, не занимаясь этим, потом тебе еще будет тяжелее заново делать какие-то либо документы в будущем здесь. Поэтому нужно привыкать. Да, но опять же хотел бы, вот, может быть, в защиту этих помогаторов, вот у тебя брал Влад интервью. Да. И когда я приехал, я просто сюда заехал, когда в ноябре в очень плохом эмоциональном состоянии. Очень плохом эмоциональном состоянии. И когда ты оказываешься в незнакомой стране, без языка, просто со своими 2 чемоданами, да, когда
кто-то берет тебя за руку, там, ищет тебе хостел, помогает тебе искать хостел, помогает делать документы. Я же тогда, когда не надо было вообще никаких документов, сел на его же машину, которую и поехал, и поехал работать, и я за неделю уже какие-то деньги заработал. Иногда эта помощь бывает кстати. Вот я хочу в защиту Влада. Да, согласен. Я вообще не хотел его имя употреблять. Да, я говорю, что Влад этим занимается, я постоянно про него говорю, но так, в принципе, я знаю, что все эти, вот у меня сейчас друг, который приехал, да, со мной живет, вот в том же самом хостеле, который Влад еще подобрал. Еще даже с хостелом у меня не было времени, этим заняться. Олесь, давай добавим, что все-таки даже не в то, что в защиту Влада. Влад делает такие вещи, которые не каждый человек сможет сделать сам. Это и подбор машины. Да, он мне машину подобрал, я до сих пор на ней езжу. Опять-таки, давай даже так, регистрация в Ужонде на Леона Кручкивского, извини меня, в 6 утра стоять в очереди. Я в 5 поднимался. Вот, не каждый. То есть он делает те вещи, где действительно нужна помощь. Я говорю про тех, кто там, знаешь, оформим вам песель за 500 злотых без вашего присутствия. Да. Вот про что я имел в виду. Да, я понял. То есть такие базовые документы, когда ты приходишь в Ужон, и адекватный Ужон-то это делает по щелчку пальцев, и не надо никому платить. Вот про что я говорю. И если у вас, как ты говоришь, приехал, не уверен, нет настроения... Просто я никого тут не знал. Вот, видишь, и я тоже. И пессимистичное настроение, и один говорит одно, другой другое. Приходите на чай, расскажем, как поступить, как быстрее легализоваться. Снимем с вас розовые очки, потому что, скорее всего, если вы в таком настроении, они у вас уже сняты. Значит, просто, что это страна, в которой нужно пахать, работать, чтобы заработать, как и я думаю, в любой нормальной стране. Дома, естественно, всегда лучше, потому что дома, к примеру, под боком была квартира, мама с папой, бабушка с дедушкой, ни за что платить не надо, и ты мог до 40 лет сидеть играть в компьютерные игры. Вот, здесь так не прокатит. Да, тут надо работать, зато вы больше всего добьетесь в Европе, пройдя это все сложности. В общем, ребята, если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки. Если вы захотели бы, чтобы мы с Дмитрием увиделись еще раз, накидайте свои вопросы в комментариях, пишите, возможно, Дмитрий сам зайдет, ответит на них. Вот, и было приятно, что вы уделили свое время нас с Дмитрием. Спасибо. Всем пока, спасибо.